Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Сегодня я хочу вас познакомить еще с одной моей законченной работой. Вот я связала такой джемпер, ажурный джемпер, использовала ажурный очень красивый рисунок. Он не очень сложный, не очень большой у него раппорт, но в то же время свитер смотрится очень красиво. Да? Вот посмотрите этот рисунок немножко поближе. Вот видите, очень такой вот, как бы, но с изюминкой, да. И что я хочу сказать, вы когда в книжке видите узор, да, вам очень трудно представить, как это будет выглядеть на свитере. И поэтому многие не берутся за работу, потому что работа-то большая, и вдруг свяжешь, и вам не понравится. Поэтому я вот связала такой свитер и использовала узор из вот этой книжки, да, книжка Хитоми Хида, 250 узоров. Здесь очень много красивых ажурных узоров, и поэтому вот я сейчас вам покажу, как этот узор выглядит в книжке, да, чтобы вы могли представить, и что у меня получилось. Вот этот узор. Вот посмотрите, да, вот тут видно вам, да. Значит, раппорт у него 18 петель и высоту 32 ряда. В принципе, ну, не страшно. Вот. И вот теперь можете сравнить, да, вот узор в книжке и вот узор, который у меня получился на моем джемпере. Поэтому теперь вот вы видите, как это все получается. И вы можете, если вам понравился этот узор, воспользоваться моим мастер-классом. Я вам расскажу, особенно остановлюсь на деталях, где у меня были сложности. В некоторых местах мне пришлось даже что-то переделывать. И поэтому, чтобы у вас этого не происходило, я вам расскажу о всех деталях. Вязала я этот свитер свой регланом сверху вниз. Значит, и здесь первая возникает сложность, потому что вы понимаете, если вы вяжете регланом сверху вниз, вам нужно вывязывать росток. И росток идет как бы поворотными рядами, то есть не все ряды провязываются полностью, а частично, но рисунок уже надо вводить, и поэтому вот здесь возникают небольшие сложности, но не переживайте, я вам об этом расскажу. Еще, если вам нравится узор, но вы не хотите вязать регланом сверху, может, считаете, что у вас недостаточно сил для этого, умения, вы можете связать этим же узором, но снизу вверх, да, так попроще вязать, просто по кругу. У меня есть на канале мастер-класс, где я вязала такой же ажурный свитер, но снизу вверх. Естественно, там был другой узор, но вы можете использовать вот этот узор, а мастер-класс по тому свитеру, ссылочку я оставлю в описании. Этот узор чуть позже я тоже дам вам схему этого узора. Теперь, значит, что по ниточкам вязала я вот такая пряжа. У меня была одна пряжа. Значит, здесь в 100 граммах 550 метров. И здесь 80% акрила и только 20% шерсти. Из них 10 мохер и 10 шерсти. Но я сочетала с другой пряжей. Вот у меня остался чуть-чуть, я даже не полный моточек, да. Но здесь... Значит, что у нас здесь? У нас здесь в 50 граммах 210 метров. Значит, в 100 граммах у меня будет 410 метров. Ну, примерно вот как здесь, чуть меньше. Поэтому как бы эти моточки параллельно у меня шли. Но здесь наоборот, здесь идет 75% шерсти и только 25% полиамида. И, в общем, когда я сочетала все эти пряжи вместе, у меня получился хороший состав, где-то, наверное, больше, чем 50% шерсти. И что еще, то, что я не предполагала, но так получилось. Вот видите, они как бы чуть-чуть отличаются, у них цвет, в принципе, одно и то же, но чуть-чуть отличается. И когда я бралась за вязание, я как бы об этом не думала, не подумала, но это получилось очень красиво, да. И у меня сам джемпер получился, если вот можете еще поближе посмотреть, он такой как бы немножко меланжевый. Видно, что чуть-чуть где-то посветлее выскакивает, чуть потемнее, такая вот как бы неравномерная пряжа получилась, она такая вот как меланжевая. Это в принципе получилось неплохо, да, поэтому я
как бы не расстраиваюсь. Вязала я спицами 4 миллиметра, это у меня на резинке, и 4,5 миллиметра это основное вязание. Ушло у меня на этот джемпер где-то, ну скажем так, 600 грамм. Плюс-минус, да, это зависит от размера. Я вязала на 38 европейский, 44 российский размер. Вот это то, что я хотела сказать вам для начала. Теперь, значит, мы будем с вами, я вам начну потихоньку, я не буду вязать вместе с вами весь свитер, да, я покажу вам, как начинать, как сделать правильно, что ввести рисунок, и расскажу вот условно до проймы. И дальше вы будете вязать сами. Здесь, в принципе, ничего сложного. Для того, чтобы начать вам вязать узор, то есть начать свитер, вы, значит, вверх мы будем вязать резиночкой. Я вязала резинку 1 на 1. Значит, вы берете обхват своей головы, мерьте. И свяжите резинку, образец резинку 1 на 1. И вот так вот в растянутом виде, чтобы вот у вас просто вошла голова, в растянутом виде померьте плотность своего вязания. И определите количество петель, которые вам необходимо набрать для начала нашего вязания. Значит, у меня, сейчас я об этом расскажу дальше. Так, еще я хочу добавить, что, значит, я здесь сделала также после резинки, я ввела еще немножко, вот так поближе будет ввела. Здесь я провязала еще 4 ряда кетлевки, это так называемая ложная кетлевка. Но ее можно и делать, это по вашему желанию. Также регланные линии, я тут тоже ничего особенно не усложняла. Регланные линии у меня просто одна лицевая петля. И добавляла я петельки, просто обыкновенные накиды. Это я вам тоже попозже расскажу. А теперь, значит, мы перейдем к началу вязания. Я буду с вами вместе начинать вязать свитер, но я возьму для этого, я вот подобрала по составу такие же вот ниточки, чтобы у меня получилось тоже вот белая, это вот как это у меня нитка, а розовая у меня как второй мой клубочек. Это просто чтобы вязать на светлом и чтобы вам лучше было видно. Итак, сейчас давайте мы с вами определимся в количестве петель, которых нам надо набрать, и мы начнем с вами работать. Продолжаем. Значит, я себе рассчитала, по моим подсчетам, мне надо набрать 102 петли. Но это как бы первое число, от которого мы начнем плясать. Вы тоже высчитаете вот это количество петель. И дальше я вам объясню, что мы будем делать дальше, и вам будет все понятно. Значит, первое, что мы делаем, это наше количество петель, которые мы посчитали. 102 петли. Я отнимаю 4 петли. Это те петельки, которые мы отдаем на регланные линии. Да? Вот у меня схематично наше горлышко. Да? Здесь 4 регланных линии, и на каждую регланную линию мы отдаем по одной петле. Это понятно, да? Значит, у нас получается 102 петли, отнимаю 4, остается 98. Теперь дальше. 98 петель мы делим на 3. Это у меня получается 32, запятая и 6. Но сейчас я возьму 32 петли. Значит, вот эти 32 петли, 1/3 мы отдаем на спинку. Вот 32 петли, сразу записывайте. 2/3 мы отдаем на перед, а 3/3 мы делим пополам, и получается по 16 петель на наши рукава. Это понятно. Вот это второй этап, да? Значит, мы рассчитали по одной петле на регланной линии, по 16 петель на 2 рукава и по 32 петли на спинку и на полочку. Теперь дальше. Чтобы рукава получались не очень широкие, их надо немножко уменьшить. И, значит, я уменьшу примерно на 3 петли. У меня получится 16 минус 3, здесь 13 петель, здесь 16 минус 3, 13 петель. И вот это число на рукавах у меня должно быть нечетным. Я потом дальше расскажу почему. Вот, поэтому вы тоже, если когда будете уменьшать, сделайте, чтобы вот это количество петель было нечетным. Вот у меня по 13 петель.
Но чтобы количество петель у нас не изменилось, вот эти 3 петли с правого рукава условно я отдам на спинку. Вот у меня получится 32 плюс 3. А с этого рукава я отдам на перед. И мне тоже будет 32 плюс 3. Вот это. Это вот пока предварительные у нас числа. Третье, то есть четвертое. Вязать росток мы будем с вами. Я буду делать 6 рядов, то есть 3 поворотных ряда. Значит, мы будем вязать, только вывязывать спинку, захвата немножко рукава. Это называемый росток, чтобы у нас свитер лучше сел по фигуре, поэтому спинка должна быть всегда чуть-чуть подлиннее, чем перед. Поэтому за счет этих 6 рядов мы увеличим немножко нашу спинку. И так как мы, когда будем вязать эти росток, я тоже вам все покажу, все будет понятно, но мы начнем вязать отсюда и будем уже по реглану прибавлять петли. Значит, по спинке, извините, по спинке мы начнем прибавлять. У нас здесь добавится петля, здесь добавится, и вот мы будем вязать 6 рядов, то есть 3 поворотных, 3 раза мы сделаем разворота, и значит у нас добавится 6 петель. А на полочке у нас это не будет добавляться. Поэтому, чтобы количество петель после ростка у нас было одинаковым, мы уменьшаем наше количество петель на спинке на 3, на количество поворотных рядов. Так как я буду вязать 3 поворотных ряда в росток, значит 3 пары рядов, это 6 всего, но 3 пары. Я уменьшаю на 3 петли спинку, и чтобы количество петель совпало, я на 3 петли увеличу количество петель на перед. Да? И у нас в итоге получилось, значит, здесь 32 плюс 3, а потом 5, 3, и на спинке у нас осталось 32 петли. А по полочке у нас 32 плюс 3 плюс 3, у нас получается 38 петель. Вот эта разница между спинкой и передом, у нас получилось 6 петель. Вот как раз эти 6 петель, которые мы здесь у нас добавятся, когда мы будем вязать росток. Мы 3 раза повернемся здесь, и в 2 местах у нас добавятся петли. И поэтому у нас теперь количество петель одинаковое. Итак, к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что у нас здесь по 13 петель, здесь 38 впереди и 32 петли на спинке. Теперь почему надо было здесь делать нечетное? Потому что у нас раппорт рисунка четное число. И чтобы у нас правильно найти серединку, да, чтобы у нас было петли делились пополам хорошо. Поэтому вот на рукавах мы тоже во время ростка, вот мы здесь петля добавится, мы раз повернемся, здесь петля добавится, 2 повернемся, и здесь петля добавится. Значит, у нас на рукаве во время провязывания ростка добавится 3 петли. И вот эти 13 плюс 3 мы в итоге придем к четному количеству петель. Поэтому я говорила, что важно, чтобы здесь изначально было число нечетное. И когда мы закончим вязать росток, у нас добавится 3 петли по рукаву. И в итоге у нас будет четное число. Также и здесь. У нас будет здесь 1, 2, 3. Тоже мы 3 петли добавим. А по спинке у нас добавится, как я еще говорила, 6 петель. 3 петли с этой стороны и 3 петли с этой стороны. Вот мы провяжем сейчас росток 6 поворотных петель рядов. Вот это все, что мы определились с количеством петель, рассчитали все заранее. И теперь мы начинаем с вами вязание. Мы набираем 102 петли. Да? Вот у меня это 102 петли плюс 1 петля для замыкания нашего вязания в круг. Значит, я сейчас наберу 103 петли. Значит, как я это делаю? Я использую итальянский способ набора петель. Вот недавно я сделала видео на своем канале, используя дополнительную спицу. И я считаю, что вот мне этот способ очень понравился, он довольно легкий, поэтому я вам советую его же использовать. Я сейчас покажу, как это делается, но кто хочет посмотреть более подробно, вы посмотрите это видео. Я вот сейчас напишу, чтобы мне оставить ссылку в описании.
на это видео, на набор петель. А как это делать, я сейчас коротко тоже покажу. Значит, для этого мне надо будет дополнительная спица такой же толщины примерно, как у вас спицы для набора. Для набора я вот использую спицы у меня 4 миллиметра. Ну, а эта спица у меня 3,5 миллиметра. Но это, в принципе, не важно, да? Значит, что вы делаете? Вы берете ниточку. И еще, значит, если вам надо набрать 102 петли, условно, мы вот этот хвостик должны оставить с вами в 1,5 раза длиннее. Если, скажем, 102 петли я беру, это 1,2 сантиметра, то хвостик мне надо набрать, оставить, ну, в 1,5 метра. Вот я отмерю вот этот хвостик, чтобы потом не получилось так, что нам не хватает вот этого хвостика, и придется все переделывать, опять наборный ряд переделывать. Вот я отмерила 1,5 метра. Вот этот. И делаю петельку. Нет, неправильно, не делаю петельку, да. Я одеваю вот эту ниточку на мои пальцы. Вот этот хвостик, который свободный, да, который начало клубка, он идет через большой палец, а ниточка от клубка, вот она идет на указательный палец. И вот мы берем вот так вот эти наши пряжу. Теперь я беру вот эту дополнительную спицу, вставляю ее вот сюда, как бы в серединку, оборачиваю. И вот у меня одна петля уже готова. Вторая петля. Нитку от большого пальца под, потом захватываю нитку на указательном пальце и вывожу. Вот у меня еще одна петля. 2. Третья петля наоборот, от указательную ниточку захватываю сюда. И получается, вот у меня 3. Следующая опять от большого пальца. 4. Потом от указательного. 5. От большого. 6. От указательного. 7. От большого. 8. От указательного. 9. Итак, мы с вами набираем. У меня это будет 101 петля. Нет, 102 петли. Вот мы считаете 102 петли. И последнюю 103 петельку я наберу просто обыкновенным способом. Вот так вот. 1, 2 и 3, чтобы закрепить наш наборный ряд. Значит, здесь я, может, не совсем подробно остановилась на наборе, поэтому я говорю, вы посмотрите, пожалуйста, мое видео, кто будет использовать этот набор петель. Итак, мы сейчас набираем с вами 103 петли. Я наберу 103 петли, и потом мы с вами встретимся. Ну вот, я набрала на свою спицу 103 петли. Вот вначале так немножко их растяну, и в процессе вязания мы будем дальше их растягивать. Вот я их растянула, петельки, на моей спице. Вот видите, аккуратно их видно. Вот это последняя петля, которую мы набрали, как обыкновенную. И дальше я смотрю. Вот смотрите, вот эта петелька, видно, она похожа как бы на изнаночную. Следующая у меня похожа на лицевую. Потом опять как изнаночная. Это для того, чтобы знать, как начинать наш ряд. И вот, значит, если это у меня похоже на изнаночную, значит, первую я буду провязывать лицевую. Если у вас получилось немножко по-другому, вы смотрите, да, внимательно, как, с чего начинать петель вязать. Вот я беру ниточку от клубка. Вот у меня, кстати, хвостик остался вот немножко, как раз мне все хватило. И теперь беру спицу, которой мы будем вязать нашу резинку. Первую петельку я провязываю как лицевую. Так мы будем вязать резинку 1 на 1. Вот я ее провязала как лицевую. И первые 2 ряда мы вяжем полурезинку, поэтому изнаночную мы с вами не провязываем. Мы заводим спицу за ниточку, то есть нитку перед работой, и вот эту изнаночную мы просто снимаем. Вот мы провязали 2. Следующая, видите, похожа на лицевую. Вот я ее лицевой и провязываю.
потом изнаночная. Мы ее не провязываем, мы ее снимаем. Итак, мы с вами вяжем 100, у нас всего 102 петли, и 103 мы ее пока не считаем, 102 петли. 102 петли, если разделить пополам, получается 51. Вот мы сейчас свяжем с вами 51 петельку, потом эту спицу вытащим, это как бы вязание Magic Look, и вторую половину уже провяжем, и у нас посерединке останется вот наша петля от вот этой пары спиц, да? Значит, сейчас вы вяжете 51 петельку, вытягиваете спицу и потом продолжаете и еще одну 51 петлю, то есть 52 у вас получится. Вот эту как раз последнюю, она наша 103, вы ее не провязываете, а просто переснимите уже на правую спицу не провязанную. Давайте вот этот первый ряд мы сейчас с вами свяжем. Ну вот смотрите, я провязала первый ряд, и вот у меня получилось, что на каждой спице у меня по 51 петля, или ровно половина, да, у вас тоже это половинка. Вот эти край наборный, он должен быть сейчас аккуратненько проверить, чтобы нигде он не перекрутился, он должен смотреть как бы в серединку. Вот он у меня везде, вот этот наборный край, вот он и смотрит у меня в серединку. Теперь вот здесь, значит, вот на этой спице мы закончили, вот эта нитка от клубка, это наборный ряд, мы ее пока уберем. И здесь вот у нас вот эта последняя петелька, которую я сказала, вы ее не провязываете, а просто переснимите. Вот она, вот эта вот последняя петелька. Значит, что я сейчас с ней буду делать? Я ее просто вот сейчас вот возьму какую-то еще одну спицу, и вот ее просто сниму с правой спицы и одену ее на левую спицу. Это понятно, да? Вот с одной спицы сняла, на другую ее переодела. И теперь вот мы через нее, вот эта снятая петля, мы через нее должны протянуть первую петлю на левой спице. Вот как бы ее одеть на эту спицу. Видите, вот мы ее протянули. Теперь можно снять и вернем эту первую петельку назад. И у нас получится вот это вот наша, вот она, вот эта петля, которая у нас лишняя, вот она как бы зацеплена за первую петельку на левой спице. Вот. И так вот мы соединили наше вязание, да, вот чтобы это все понятно, да. И теперь что мы делаем? Мы должны связать второй ряд еще полой резинки. Значит, для этого что мы делаем? Значит, эту правую спицу я могу теперь вытащить, так как я ей буду работать. И мы смотрим. Здесь у меня теперь первая изнаночная, то есть лицевая, потом идет изнаночная. И второй ряд мы вяжем наоборот. Мы первую лицевые будем снимать. Я сняла, нитка за работы. А изнаночные, наоборот, мы будем провязывать. Лицевую снимаю, нитка за работой, а изнаночную провязываю. Лицевую снимаю, изнаночную провязываю. Итак, мы с вами вяжем. Это будет у нас второй ряд нашей полой резинки. Вяжем его до конца. Третий ряд мы уже переходим на обыкновенную резинку. Вяжем резинку 1 на 1. И теперь мы вот так вот, значит, второй ряд мы сейчас закончим еще полой резинка. А с третьего ряда мы начнем вязать резинку 1 на 1. Обыкновенную резинку 1 на 1. И вы должны для себя определиться, какой высоты вы хотите эту резинку. Вот у меня на свитере она, эта резиночка, сейчас я так померю. Я ее вязала 4 сантиметра. Значит, вот вы хотите, как хотите для себя. Если вы хотите воротник подлиннее сделать, может даже, тоже может быть как вариант, или повыше стойку, или может даже, чтобы он у вас заворачивался, как у свитера, как хотите. Значит, вот сейчас вы для себя определите, какой высоты вы хотите связать эту резинку. Я буду вязать как вот здесь. Я сейчас свяжу 4 сантиметра резиночки, да, и потом мы опять с вами встретимся. Ну вот я провязала наш воротник. Значит, стоечка у меня получилась, ну, 4,5 сантиметра здесь, да. Значит, это у меня спинка. Значит, чтобы вы понимали, как это все выглядит, сейчас я вам покажу на свитере, да. Значит, вот свитер. Это у меня перед. Если так переверну, то вот это будет спинка. И наша деталь,
Вот это то же самое спинка, да. Вот мы сейчас начинаем. Вот это наша спинка. И мы будем продолжать. Значит, следующий этап. Надо провязать ложную петлевку, кто хочет. Я в данном случае сейчас ее делать не буду, потому что не каждый ее хочет вязать, и я не хочу сейчас на это тратить время. Я оставлю ссылку в описании. У меня есть мастер-класс специально по этой кетлевочке, да, ложной кетлевке. Значит, кто захочет вот эту ложную кетлевку, вы свяжете. После того, как вы ее вяжете, после кетлевки у нас идет один ряд, который вяжется изнаночными петлями. Вот сейчас вот изнаночными петлями мы сейчас будем провязывать первый ряд изнаночными петлями и будем навешивать наши маркеры по нашим расчетам. Вот, значит, мы начинаем. Вот мы сейчас находимся вот здесь. Значит, первая наша регланная линия, одна лицевая петля. Начало ряда перед регланной линией, вот здесь. Значит, допуски, припуски, которые мы здесь будем делать возле регланной линии, уже пойдут к рукаву, а начало будет перед регланной линией. Значит, вот начало ряда. Сейчас я начну с вами вязать. Мы сейчас в первом ряду будем вязать его изнаночными петлями и будем навешивать с вами маркеры. Значит, у меня сейчас мы здесь начинаем, это начало ряда. И начало ряда, вот я подготовила маркеры для регланных линий, да, все желтенькие, и одна из них красная. Красная – это начало ряда. Вот здесь у меня начало ряда. Потом одна из регланная линия, она будет потом вязаться лицевой, но в этом ряду, где мы сейчас все петли вяжем изнаночными, я ее провязываю изнаночная, это у меня одна регланная линия, вешу маркер. Значит, первая регланная линия, она у нас отмечена с одной стороны красными, так как это начало ряда, а с другой стороны желтые. И смотрим по подсчету. И теперь мы должны провязать по спинке. У меня это 32 петли. Я вяжу 32 петли изнаночными петлями. Да, вот я считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 19, 20, 21, 22, 30, 31, 32. И вот мы подошли ко второй регланной линии. Я вешаю опять маркер, регланная петля, вешаю второй маркер. Да? Это вот мы сейчас находимся вот в этом месте. Вот мы повесили 2 маркера. Теперь у нас рукав. Рукав у нас идет 13 петель. Значит, мы вяжем 13 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Опять я беру маркер. Это мы сейчас находимся вот в этом месте. Одну регланную петельку, еще маркер. Мы теперь находимся вот в этом месте. Теперь смотрим, у нас полочка. Полочка у нас 38 петель. Сейчас мы вяжем 38 петель, вешаем маркер, 1 петля, еще маркер, и заканчиваем наш ряд 13 петель. Давайте вот этот ряд мы сейчас с вами закончим. Ну вот я провязала этот первый ряд, вот он у меня изнаночными петлями, и он как бы будет отделять нашу горловинку от основного тела изделия, да? Значит, начало ряда красный маркер, и теперь у нас с вами начинается самое интересное, но и самый сложный вот этап вот в начале. 6 рядов ростка. Почему он сложный? Потому что нам надо сразу вводить рисунок. Еще я хочу сказать, для тех, кто как бы не хочет вот этих сложностей для себя, да, вы можете вот эти 6
рядов ростка провязать, значит, в одну сторону лицевыми, обратно изнаночными, лицевыми, изнаночными. И тогда вы не запутаетесь, вам будет проще. Но для любителей, все-таки уже тех, кто хочет развиваться и правильно вязать, все-таки надо начинать тут же сразу и росток, и сразу начинать вязать узор. И, значит, как это мы будем делать?